Поглядите, Ватсон, тут один сопляк с кривым лицом решил помериться дедукцией с классики отцом. Да что ты можешь в истреблении лондонских сил зла? Меня ваша королева самым лучшим назвала. Ты выступал против курения? Могу понять я это. Но почему же вдруг впоследствии ты куришь сигареты? Одной лишь скрипкой и кепкой не полон перечень основ. Холмс без трубки все равно, что Чарли Чаплин без усов. Ох, напрасно ты кичишься наградами своими, ведь я миру показал, что у Ватсона есть имя. Сколько можно объяснить, снимать 100 раз одно и то же? Век отсталый Ватсон лох. Это право же не гоже. Ты лишь газетные шрифты сличать умеешь, и то редко. А я знаю наизусть всю дорожную разметку. Современная трактовка привлекла к себе внимание. Я единственный, кто воплотил Холмса наркоманию. Зато все прочее вы передали жутко и кошмарно. Холмс, с чего такие выводы? Ха, элементарно. Собака Баскервилли, глюки, Ирен Адлер, проститутка, Мориарти застрелился сам. Ну что это за шутка? А злодею, что в 100 крат превосходил тебя умом, ты впечатал пулю в голову, и дело с концом. Все классические тексты вы спустили в трубу. Слышишь грохот? Это Конан Дойль вертится в гробу. Мы с почетом вновь напомнили об этом человеке, ведь его рассказы актуальны в 21 веке. Я успешно перенесся к зрителям через года, а значит, Холмс и доктор Ватсон не устареют никогда. В какой бы век ни совершил злодей убийство или кражу, от ответа не уйдет он. Я всегда стою на страже, ведь есть адрес, от которого преступный мир дрожит. 221-Б. По Бейкер-стрит. Эй, ребята, больше секса, больше крови и кишок. Вот кто истинный позор. Катись отсюда, лопушок.